Всем приветик! В этом видео хочу рассказать несколько проблем, точнее ошибок, которых я допустил уже на этапе, когда я сделал всего лишь забор на своем участке и ворота, ну плюс калитку временную. Вот, хочу показать, видите, да, плохо покрашен металлокаркас у меня, весь проржавел, потому что, еще раз скажу вам фирма Farbex. Она резиновая краска, она не подходит для окрашивания черного металла, хотя там четко написано, что она подходит для черного металла. Вот. Ну, она мне нравилась, я и красил дом. Дом хорошо смотрится, не выгорает, не растрескивается, как большинство красок. Она на солнце, когда сохнет, она тянется, потому что она резиновая, как бы, а остальные краски в этот момент растрескиваются. То вот смотрите, я себе мало того, что сделал проблему, что нужно будет все перекрашивать, а теперь вот посмотрите на другую проблему. Вот такой вот ужас творится из-за этого металлопрофиля с моим профнастилом. Если вот это вот оставить буквально на полгодика-годик, эта ржавчина уже будет с той стороны. Поэтому сейчас, ой, терпеть не могу что-то переделывать, но придется это делать. Сейчас я буду просто-напросто высверливать все заклепки, отгибать лист профнастила и подкрашивать металлокаркас и сам профнастил изнутри, чтобы локализовать очаги ржавчины. Ну и что касаемо еще забора, мне в комментариях написали, да, действительно правильно, что я неправильной стороной собрал профнастил, то есть вот это вот должно прятаться в волну, а я пустил сверху, поэтому торчит. Вот, но с другой стороны, идемте, вам покажу ворота свои, которые я собрал правильно. Вот, с этой стороны отлично все, ничего не видно. А с этой стороны, в принципе, то же самое. То есть вот уже профнастил спрятан в волну, но все равно оттопыривается. И плюс белые полоски такие на профнастиле. То есть, что правильно собрано, что неправильно собрано, это все равно видно. Единственное, наверное, можно сказать, что ошибка, что очень маленькую волну я выбрал. Нужно было брать более выступающую волну, тогда лист профнастила бы действительно прятался в волну, и его не было бы видно. А когда выбираете мелкую волну, то что собирай правильно его, что собирай неправильно, все оттопыривается. Вот такой капец творится. Вот смотрите, как поржавело. Это просто капец. Все это сейчас буду подкрашивать. Уже нормальную краску взял. ПФ. Никакую не резиновую. Уже доверия нет у меня к этим новшествам. Буду красить обычный ПФ эмалью, которая, дай бог, вот эту вот ржавчину остановит. Буду красить и здесь, и здесь. Также вот могу вам показать, что происходит с листом профнастила, когда рядышком кто-то работает болгаркой. Видите, все вот эти точки. Это все рядышком лежали листы, там где я пилил болгаркой. И просто окалины с болгарки попадали на листы. И вот так вот прожигали слой краски. Поэтому болгаркой пилить рядышком с листами ни в коем случае нельзя. Ну и вот тоже из той же оперы. Прекрасно знал, что листы профнастила нельзя пилить болгаркой, но на вырубные ножницы почему-то никогда нету денег ни у кого. И все думают, что обойдется. Нет, не обойдется. Вот эти вот листы поржавевшие, это я укладывал в ноябре месяце. То есть прошло полгода. Уже вот такая вот ржавчина расцвела. И она, если ее не закрасить,
будет ползти дальше. Придется покупать краску. Это просто изнаночная сторона, а с той стороны графитовый цвет, поэтому придется графитовую краску покупать, подкрашивать с той стороны, и здесь может быть серой. Вот как-то так. Ну, в любом случае колонна будет зашиваться чем-то, но внутри эту ржавчину оставлять нельзя. Это нужно будет закрашивать. Также в комментариях было много вопросов, как моя отмостка под забором. Ведь я ее ничем не армировал и не заглублял. То есть если вот здесь вот хорошо поковырять, ну я здесь подсыпал землей, когда копал. То есть вот уровень там, ну примерно то же самое. Вот я подсыпал землей, там копаю канализацию, вот здесь чернозем, жалко его под дом, под фундамент. Я его раскидываю по участку. То вот здесь вот поднимал, но саму отмостку не армировал. В Одессе этой зимой было до минус 20. Я вам сейчас всю ее пройду, покажу. От самого начала. Вот тут давайте будет начало. Покажу вам ее полностью. Как она себя чувствует. С особым вниманием у столбиков. Масенькие трещинки есть, но не везде. То есть, в принципе, я от этой отмостки особо... Вот тут трещина есть. Вот. Напротив столбиков трещина. Так сама не растрескалась. Я особо от этой отмостки ничего не хотел. Она для меня просто для выравнивания участка, так как сами столбы, вот эти, закопаны на 80 сантиметров в глубину. Малюсенькие трещинки. Малюсенькие. Вот, поэтому, если она даже потрескалась, я рассчитывал на это. Потому что она для меня нужна только для того, чтобы вода не пошла на мой участок и выровнять участок под лист профнастила. Как видите, трещинки вот, только вот такие вот маленькие. Нет, там будут больше трещины. Я вам всю показываю отмостку. Все как есть. Маленькие от столбика. Тут практически нету. Тоже малюсенькая. Тут откололась у меня. Так что до сих пор не подмазал. Вот тут сильно треснуло. Прям сильно треснуло. Вот это вот из 30 метров забора. Вот в единственном месте. Хорошо так треснуло. Вот. Вот так вот, да. Вот это вот оно. Дальше, вот это вот самый плохой момент. Дальше, ну, всю отмостку не буду показывать, но там также самое небольшие трещинки. То есть, конечно, если хотите сделать прям все по уму, и у вас очень много денег, то, конечно, во-первых, нужно отмостку делать не 8-9 сантиметров шириной, а хотя бы 20 столбики. Вокруг столбиков здесь нужно полностью вот так вот сетку. То есть вот так вот, чтобы сетка квадратиками вот так вот шла. Одна полоса и вторая. И тогда она будет держать весь бетон, потому что на столбиках оно, видно, расширение, сужение металла трескается. И, конечно, закапывать в глубину. Но с закопкой в глубину я даже не знаю. Сам, если честно, всегда думал, что нужно очень сильно углублять, чтобы не было морозного пучения грунта и так далее. Но вот, я же говорю, до минус 20 было этой зимой. И тут плюс самый низкий участок земли. То есть тут по-любому стояла вода, но не размерзлась. Конечно, не могу рекомендовать этот способ как прям 100% работающий. Но если, я же говорю, если столбы забора тут не покрашено, не пугайтесь, тут покрашено, да. Это я перекрашивал весь. Вот, до сюда дошел, дальше осталось докрасить. Вот, если столбы закопаны в землю хорошо, на сантиметров 80, ну, как для каждого региона своя глубина, для Одессы 80 достаточно, то я считаю, что отмостку армировать в принципе не обязательно. Даже если она где-то там треснет, то все равно она будет
себе на месте держаться, и вряд ли она потянет за собой забор, потому что столбики хорошо уходят в землю. Пока что с ошибками вроде все рассказал. Если еще какие-то ошибки буду допускать, буду, конечно, вам рассказывать. Я человек простой, ничего скрывать не буду. Спасибо за просмотр, всем пока.